самом центре Сан-Хосе, столицы Коста-Рики, стоял небольшой автосалон, окруженный шумными улицами и суетой города. Однако в этом месте царила тишина, нарушаемая лишь скрежетом металла и редкими шагами прохожих. В углу двора, привязанная к короткой цепи, сидела Кала. Ее жизнь была ограничена этим куском земли, и каждый день был похож на предыдущий. Цепь, к которой была привязана Кала, была настолько короткой, что она не могла даже опустить голову на землю. Ее шея была обвита металлическим кольцом, которое постепенно врезалось в кожу, вызывая боль и воспаление. Собака не могла ни лечь, ни встать без труда. Ее единственным укрытием была старая покрышка, в которой она пряталась от палящего солнца и дождя. Владелец скалы, механик по профессии, редко обращал внимание на ее потребности. Кормил ее нерегулярно, и когда она заболела, не потрудился отвезти ее к ветеринару. Собаки, предназначенные для охраны, часто не получают должного ухода, и Кала не была исключением. Соседи, проходя мимо, часто замечали страдания Калы. Ее жалобный взгляд и неподвижное тело не могли оставить их равнодушными. Они неоднократно пытались поговорить с владельцем, но безрезультатно. Тогда они решили обратиться в полицию и в местные организации по защите животных. Однажды, проходя мимо автосалона, мужчина заметил Калу. Ее состояние было ужасным. Истощенное тело, раны на шее и безжизненный взгляд. Он немедленно позвонил в полицию и сообщил о жестоком обращении с животным. Полиция связалась с приютом для животных «Territorio de Zaguates», известным своей работой по спасению бездомных собак. Лия Бэттл, основатель приюта, немедленно выехала на место происшествия. Когда она увидела Калу, ее сердце сжалось от боли. Собака была в таком состоянии, что казалось, она уже не переживет этот день. Тем не менее, Лия и ее команда не теряли надежды. Они аккуратно освободили Калу от цепи и доставили ее в ветеринарную клинику. Там собаку осмотрели специалисты, провели необходимые процедуры и начали лечение ран. После того, как физическое состояние Калы стабилизировалось, ее перевезли в приют Territorio de Zaguates. Здесь она встретила других собак, которые, несмотря на свои прошлые страдания, были полны жизни и радости. Однако Кала была насторожена и не доверяла никому. В первые дни в приюте Кала почти не выходила из своего укрытия. Она не подходила к другим собакам и избегала контакта с людьми. Однако сотрудники приюта, понимая ее травму, не настаивали на общении. Они обеспечивали ее всем необходимым – пищей, медицинским уходом и, самое главное, терпением. С каждым днем Кала становилась все более уверенной. Она начала выходить на прогулки, знакомиться с другими собаками и даже позволять людям поглаживать себя. Ее характер постепенно раскрывался. Она была умной, доброй и преданной. Однако ее путь к полному восстановлению был долгим. Кала пережила не только физическую боль, но и глубокую психологическую травму. Она боялась громких звуков, резких движений и незнакомых людей. Но с каждым днем она становилась все более уверенной и открытой. Лия Бэттл вспоминает: «Когда я впервые увидела Калу, она была больше похожа на жалкое существо, лишенное достоинства, готовое сдаться без сопротивления. Дух бойцовской собаки был сломлен, и она просто ждала, когда закончится этот бесконечный кошмар. Но Кала не сдалась. Она боролась за свою жизнь и за право быть счастливой. Когда Кала впервые вошла в новый дом, она была осторожной. Порог она переступила нерешительно, будто не верила, что это безопасное пространство принадлежит ей. Комната наполнилась запахами: новой мебели, свежевыстиранных пледов и теплой еды. Но больше всего Калу поразила тишина. Это была не та гнетущая тишина, которую она знала, прикованная к цепи во дворе автосалона. Это была другая тишина.
Тишина уюта и покоя, в которой никто не кричал, не двигался резко и не оставлял без внимания. Поначалу Кала сторонилась всех. Даже когда новая хозяйка, женщина по имени Марина, садилась рядом с ней на пол и протягивала угощение, собака делала шаг назад. Годы страха и боли не отпускали ее сразу. Однако Марина не торопила события. Она читала вслух книги, просто сидела рядом, а иногда даже клала руку неподалеку, чтобы Кала могла сама принять решение, приблизиться или остаться на расстоянии. Через несколько недель в доме произошла перемена. Однажды Кала медленно и осторожно подошла к Марине, положила голову ей на колени и тихо вздохнула. Это был момент, крошечный, но ключевой. Доверие зарождалось. У Калы появился четкий режим. Утренние прогулки по лесистому парку, неподалеку от дома, завтрак, мягкий корм, иногда с добавлением вареной курицы и время сна на большом лежаке у окна. Она особенно полюбила смотреть на улицу, наблюдая за прохожими, машинами, птицами и особенно за соседскими детьми, которые иногда махали ей через забор. Кала научилась радоваться мелочам: запаху свежескошенной травы, игре солнечного света на полу, скрипу двери, за которой пряталась Марина с сюрпризом, новой игрушкой. Особенно ей нравились игрушки с пищалками. Она носила их повсюду, как щенок. Однажды Кала неожиданно прыгнула в воздух, ловя падающий с дерева лист. Она кружилась, стараясь поймать его лапами. Марина впервые засмеялась. Искренне, громко. И Кала, услышав этот смех, остановилась, посмотрела ей в глаза и виляла хвостом. Смех не пугал ее, он вызывал радость. Впервые за многие годы Кала не просто выжила, она начала жить. Поначалу Кала с опаской относилась к другим собакам, особенно крупным. Ее прошлое оставило глубокий след. Но Марина не настаивала. Они вместе посещали небольшие группы для прогулок, где собаки были дружелюбны и спокойны. Постепенно Кала начинала подходить ближе, обнюхивать, играть. Через полгода у нее появилась первая собачья подруга. Пес по кличке Пако, ласковый и веселый, который принял ее без ожиданий. Кала научилась бегать на свободе, без поводка, без страха. Марина водила ее на специальное огороженное поле, где Кала могла бегать столько, сколько хотела. Ветер трепал ее шерсть, глаза сверкали, язык весело болтался сбоку. Это была совсем другая собака. Боец, да, но теперь боец за радость. Были и сложные моменты. Иногда ночью Кала просыпалась в панике, поскуливала, бродила по дому. Тогда Марина вставала, включала ночник, садилась рядом, гладила ее, шептала что-то тихо, уверенно, ласково. Постепенно эти ночи становились все реже. Травмы не исчезали, но Кала училась с ними жить. Через год после спасения Кала была неузнаваема. У нее была блестящая шерсть, крепкое тело, живой взгляд. Она научилась играть, проситься гулять, напоминать хозяйке о времени ужина, обижаться, если та задерживалась с работы, и радоваться. Настоящей радостью собаки, которой впервые в жизни разрешили быть просто собакой. Марина рассказывала друзьям. Когда я впервые увидела ее фотографию, исхудавшую, в ранах, в шине, с врезавшейся в плоть цепью, я знала, у этой собаки должен быть шанс. И вот теперь, каждый вечер, когда она ложится рядом со мной на диване, я чувствую, это была не случайная встреча. Мы нашли друг друга.